Приветствую вас на своем канале. С вами Наталья. Сегодня приготовим бискотти, традиционное итальянское печенье, которое пекут уже несколько столетий. Его особенность – двойная выпечка, благодаря которой печенье становится сухим, хрустящим и может долго храниться. Сегодня покажу рецепт, после которого вы точно захотите печь их снова и снова. Приготовим тесто. В миску разбиваем яйца, добавляем щепотку соли и сахар. Взбиваем яйца с сахаром до светлой пышной массы 3-4 минуты. Добавляем ванильный сахар и цедру апельсина, которая придаст печенью насыщенный цитрусовый аромат и пряные нотки. Снимаем только яркий слой, не затрагивая белую часть кожуры, которая горчит. Частями всыпаем просеянную муку и добавляем разрыхлитель. Перемешиваем тесто аккуратно при помощи лопатки. Тесто будет получаться мягким, но довольно плотным. Теперь добавим начинку. Я использую смесь орехов, цукатов и изюма. Можно взять любую комбинацию: орехи, сухофрукты, вяленые ягоды и даже шоколад. Бискотти вообще очень терпеливы к добавкам. Главное соблюдать баланс влаги и плотности. Если положить слишком много сухофруктов, батон может крошиться при нарезке. Аккуратно вмешиваем начинку в тесто, чтобы она равномерно распределилась. Формируем заготовки. Тесто перекладываем на коврик и формируем 2 одинаковых батона. Немного прижимаем сверху, чтобы они были слегка плоскими. Перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой, и отправляем в духовку примерно на 20-25 минут при температуре 180 градусов. За это время батоны станут плотными и слегка золотистыми. Теперь самый важный момент. Достаем батоны из духовки и даем им немного остыть, около 2 минут. После этого нарезаем его на ломтики толщиной около 1 см. Очень важно использовать острый нож, чтобы кусочки получились аккуратными и не крошились. Выкладываем ломтики обратно на противень. Снова отправляем в духовку на 10 минут. За это время бискотти посушатся и станут хрустящими. Температуру уменьшаем до 160 градусов и можно один раз перевернуть. Бискотти готовы. Достаем их из духовки. Из данного количества ингредиентов получается 40-45 штук. Когда печенье полностью остынет, оно станет еще более хрустящим. Посмотрите, какая текстура у этих бискотти. Золотистая корочка и много начинки внутри. Орехи, сухофрукты, цукаты. Все это делает печенье не только вкусным, но и очень красивым. Они ароматные, хрустящие и идеально подходят к кофе, чаю или горячему шоколаду. А еще они могут храниться несколько недель в закрытой банке. Всю информацию о рецепте вы найдете в инфобоксе под видео. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и пишите в комментариях, какую начинку вы добавляете в бискотти. Но я говорю вам до свидания, до новых встреч и, конечно же, увидимся!